Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Говорят, счастье не купишь, но можно купить яхту и попробовать подплыть к нему поближе. Вы помните это прекрасное лоскутное одеяло, которое мы шили чуть раньше? И тогда у нас оставались детали, квадраты, сшитые из двух треугольников. А сейчас мы найдем им применение. Но деталей у нас всего лишь 108, а для рисунка надо бы дошить еще 12 штук. Поэтому заготовим квадраты размером 9 на 9 сантиметров и обозначим на них диагонали. Сложим попарно светлый и темный квадратик и проложим 2 строчки. Строчки по обе стороны от нарисованной диагонали. Полученные заготовки разрежем по диагонали и развернем. Получаются 2 квадрата, составленных из 2 треугольников. Эти детали надо обязательно проутюжить. При этом припуски направляем в сторону темной ткани. Квадратики получились размером 7,5 на 7,5 сантиметров. Приготовим еще деталей такого же размера из светлой ткани и из цветной. На один блок нам понадобится 6 квадратов из 2 треугольников, 3 светлых квадрата и 7 цветных. Блок довольно простой. Раскладка 4 на 4. Так как все блоки будут выглядеть одинаково, можно все детали разложить стопочками и потом потихоньку их сшивать. Детали в блоке собираем вертикальными колонками. Сначала сошьем вместе детали из первой и второй колонки. Шьем гирляндой, нитки не обрываем. Никаких промежутков между деталями не делаем. Также собираем детали из третьей и четвертой колонки. Отшитые гирлянды расправляем, а потом сшиваем между собой. И получается очень интересная конструкция. Все детали держатся на нитках, на соединительных швах. И нам остается только прошить горизонтально. Таким образом готовим и все остальные блоки. Помним, что работа с утюгом обязательно на всех этапах. Отшитые блоки тщательно проутюживаем. Затем мы их промеряем и отрезаем лишнюю ткань. У меня получается размер 25 на 25 сантиметров. Блоки все разные, но похожие. А вот теперь уже можно сочинять рисунок. Мы лоскутницы, художники, монументалисты. Любим работать с крупными формами. И у нас насыщенная половая жизнь. Ползаем по полу, раскладываем лоскутные блоки. Когда нас все устраивает, переходим к швейной машинке. Принцип действия вам уже понятен. Сшиваем гирляндой детали из вертикальных колонок. И вот уже из крупных блоков собрана оригинальная конструкция. Все блоки держатся на соединительных швах, и мы уже знакомым нам способом прошиваем полотно по горизонтали. И вот какие мы молодцы! Получился очень красивый лоскутный топ. Размер 96 на 120 сантиметров. Запомните, девочки, себя надо обязательно хвалить. Нельзя же поручать это ответственное дело кому-то еще. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. И запомните, есть только 3 вещи, которые человек не сможет сделать никогда в своей жизни.
Это посчитать волосы на голове, помыть глаза с мылом и дышать с высунутым языком. Ну ладно, ладно, пошутили. Можете и засовывать язык назад. Ставьте классы, пишите комментарии. Кто не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!